Привет. Какое преимущество спасло человека от вымирания? Как им удалось победить голод и страх? Представь Землю примерно 2-3 миллиона лет назад. Нет городов, костров по вечерам, в принципе, какой-либо инфраструктуры, даже малейшего комфорта. Но были законы природы, и те не в пользу человека. Мир принадлежал не людям. Им управляли клыки, когти и скорость. На фоне этих хищников наш далекий предок выглядел, мягко говоря, не впечатляюще. Он не бегал быстрее, не обладал мощной челюстью, не имел возможности защитить себя даже от холода. О возможности победить саблезубую кошку в одиночку и речи быть не могло. Человек, по сравнению с другими охотниками той эпохи, был скорее легкой добычей. Предположительно, после осознания своего положения и началась история оружия. Наши предки, вероятнее всего, изначально начали использовать палку и камень не для нападения, а для выживания. Самые ранние каменные орудия были найдены в Ломе-Кви, Кения, и датируются примерно 3 миллиона 300 тысяч лет назад. Исходя из этого, ученые считают, что уже в то время древние гоминиды активно использовали грубо обработанные камни. Использование скорее носило бытовой характер. Камнями раскалывали кости для добычи костного мозга, одного из самых питательных источников пищи, который им был доступен на тот момент. В какой-то момент человек понял одну важную вещь. Камень в руке — это не просто инструмент, это преимущество. Итак, возьмем группу древних людей на краю саванны, примерно 2 миллиона лет назад. Неподалеку львы доедают добычу. Подойти слишком близко равно смерти. Но что, если бросить камни? Если начать шуметь? Или взять длинную палку? Так появилась первая стратегия — удерживать угрозу на расстоянии. Есть интересная гипотеза антропологов. Человек начал создавать оружие в тот момент, когда понял, что может увеличить свое тело предметом. Палка стала продолжением руки. Камень использовался для усиления удара. Позже заостренное копье превратило человека в существо, которое могло убивать с дистанции, оставаясь в относительной безопасности. Ключевой перелом произошел примерно 300-400 тысяч лет назад, когда люди уже осознанно изготавливали деревянные копья для охоты. Найденные в Германии копья Шеннингена показывают удивительный уровень понимания баланса и конструкции. Это уже не случайная палка, а продуманное оружие. И вот здесь появляется, возможно, главная мысль всей истории человечества. Человек стал доминирующим видом не потому, что был самым сильным. Он стал опасным потому, что научился создавать силу своими руками. История оружия начинается не с войны. Она начинается со страха, голода и желания выжить. Страх — штука непостоянная. И следующий шаг к созданию копья стал первым моментом, когда этот самый страх начал менять сторону. В Европе примерно 300-400 тысяч лет назад погода была ветреной, густые леса сменялись открытыми равнинами. Где-то в высокой траве пасутся дикие лошади весом под полтонны. Хорошая добыча для племени. А чуть дальше обитают пещерные львы, гигантские гиены и хищники, для которых уже человек был обедом. Древние люди нуждались в технологии, которая могла бы все изменить. До появления копья человеку приходилось подходить к добыче почти вплотную, что смертельно опасно. Даже раненый зверь мог одним ударом убить нападавшего. Длинная заостренная палка впервые позволила создать дистанцию между человеком и смертью. Это преимущество качнуло чашу господства когтей и клыков. Долгое время ученые спорили, действительно ли древние люди умели охотиться, или они просто доедали остатки за хищниками. Ответ нашли случайно, в Германии. В 1994 году возле города Шонинген археологи обнаружили невероятную находку. 8 деревянных копий возрастом около 300 тысяч лет. Те самые копья Шонингена, о которых упоминал ранее. Это были не просто палки.
Оружие оказалось удивительно продуманным. Копья вырезали из пород деревьев ели и сосны, тщательно вытачивали, добиваясь баланса. Самое удивительное в этом то, что центр тяжести находился ближе к наконечнику, что близко к параметрам современного спортивного копья для метания. Помогло ли это исследование разработать современные копья? Так как древние люди уже тогда понимали физику броска, пусть и интуитивно. Длина некоторых из копий достигала 2,5 метра. Палеонтологи нашли более 50 диких лошадей со следами разделки. Находка перевернула представление о древних людях. Оказалось, они, создав копье, начали организованно охотиться. Они просто подбирали падаль. Давайте представим следующую сцену. Небольшая группа охотников загоняет табун к болотистой местности. Кто-то шумит, кто-то перекрывает путь. Когда животные замедляются, в дело идут копья. Бросок, второй, третий достигает цели. Прежнее случайное выживание сменилось использованием стратегии, существенно повысив шансы древних людей. Именно копье, по мнению многих антропологов, стало первым настоящим оружием человечества. Не инструментом, не камнем, подобранным с земли, а вещью, специально созданной, чтобы охотиться и защищаться. Есть сильная мысль, которую можно вынести из этой истории. Копье стало первым моментом в истории, когда человек смог победить существо сильнее себя, не мышцами, а идеей. Первые копья изменили правила выживания. Но они были несовершенны. Дерево ломалось, тупилось и плохо пробивало толстую шкуру крупных животных. Перед людьми встала задача, требующая доработки оружия в остроте, точности и пробивной силы. В результате изысканий появилась идея, которая кажется простой, но на самом деле была революционной. Прикрепить камень к палке. Сегодня это звучит очевидно, но для первобытного человека это был настоящий технологический скачок. Переместимся в Северную Америку примерно 13 500 лет назад. Ледниковый период заканчивается. По равнинам бродят мамонты, гигантские бизоны и другие огромные животные, которых сегодня можно встретить разве что в фантастических фильмах. Один неверный шаг на охоте тут же карался гибелью. Простого деревянного копья уже было недостаточно. Необходимость доработки явила миру знаменитые каменные наконечники культуры Кловис, одни из самых совершенных орудий своего времени. Археологи впервые обнаружили их в 1930-х годах возле города Кловис в штате Нью-Мексико, США. Возраст находок примерно 12 800-13 200 лет. Самое удивительное в этих находках — это насколько сложной была технология изготовления. Чтобы сделать наконечник, древний мастер выбирал особый камень. Это мог быть кремень, обсидиан, яшма или халцедон. Затем начиналась работа, которую можно сравнить с ювелирной. Удары по камню наносились с невероятной для того времени точностью, чтобы отколоть тонкие пластины и сформировать острые края. Иногда создание одного острия занимало часы. В основании наконечника делали специальную выемку, канавку, которую ученые называют каннелюры. Она позволяла крепче закрепить камень на древке, для крепежа использовали сухожилий животных, растительных волокон и природной смолы. Оружие впервые становится инженерной системой. Копье перестало быть палкой с острым концом. Конструкция, созданная из нескольких материалов, достигла большей эффективности. Есть теория, что охота выглядела примерно так. Группа людей загоняла мамонта в узкое место, овраг или болотистую местность. Затем охотники бросали тяжелые копья с каменными наконечниками или били ими с близкой дистанции. Звучит жестоко, но для древнего человека это означало жизнь всей общины на недели вперед. Мясо, шкуры, кости — все использовалось ими. Именно в этот момент оружие перестает быть просто способом защиты.
Каменный наконечник стал первым доказательством того, что человек научился побеждать природу не силой, а технологиями. При этом они были еще в самом начале своего пути. Копья сделали охоту безопаснее, каменные наконечники сделали оружие смертоноснее. Но принцип охоты остался прежним. Чтобы убить добычу, человеку все еще приходилось подходить слишком близко, существенно сокращая шансы на выживание. Представь саванны Африки примерно 60-70 тысяч лет назад. Высокая трава скрывает антилоп, диких быков и хищников. Охотник, замечая добычу, может лишь метнуть копье. Для этого ему нужно сократить расстояние. В случае промаха животное убегает. Прибавь к этому неверный шаг при приближении, и уже охотятся на тебя. Вновь требовались доработки, которые впоследствии изменили историю человечества сильнее, чем многие войны. Этими доработками стали лук и стрелы. Археологи долго считали, что лук появился около 20-30 тысяч лет назад, но открытия в Южной Африке изменили все. В пещере Сибуду нашли миниатюрные каменные наконечники возрастом примерно 64-72 тысячи лет, на которых сохранились следы клея, ударов и даже токсичных веществ. Но об этом позже. Исследовав наконечники, ученые пришли к выводу: это именно наконечники стрел, а значит, технология лука намного древнее, чем предполагалось ранее. И вот что особенно интересно. Лук уже не просто оружие. Это первая сложная механическая система, созданная человеком. Подумать только. Человек впервые научился накапливать энергию. Когда охотник натягивал тетиву, гибкое дерево изгибалось и сохраняло силу. Отпускаешь, и энергия превращается в скорость стрелы. По сути, древний человек создал первую машину, усиливающую его возможности. Сложность изготовления лука заключалась в необходимости найти подходящее дерево по гибкости, чтобы не ломалось. Тетиву делали из сухожилий животных, растительных волокон, кожи. Наконечники стрел вырезали из кремня, кости или обсидиана и крепили природной смолой. При этом сложность в изготовлении полностью перекрывалась преимуществом, которое давал лук, а именно дистанцию, которая была значительно больше, чем у копья. Теперь человек мог убивать добычу, находясь далеко от опасности. Можно было атаковать быстрее, точнее и практически бесшумно. Продолжение следует.